Когда раздавался такой знакомый всем до боли кашель, таверна последний стакан замолкала. Старина Джонас собирался толкать речь. Да, жизнь не была ко мне милосердна, заскулил старина Джонас, махнул стакан с чем-то горячительным и внезапно запел. Швабры стук и стук и звон стакана. С детства мне ласкали слух. Швабра многим показала, что такое прах и пух. Ужас, ужас и ужас охватывал сердца слушателей, когда они узнавали новые подробности бытия в загадочной и такой обворожительно пугающей стране Эрафистания. Но старине Джонасу каждый раз было рассказать что-то новенькое. И сейчас он говорил о Дне Конституции. О Дне Конституции. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Простите мне, пожалуйста, мои певческие экзерцисы. Вот у меня, вы видите, тут за спиной Новый Арбат. Люди ходят. И вот поздравительная иллюминация вот на этом здании. И в дальнейшем поздравляют людей с Днем Конституции. И на самом деле я хотел бы задать вопрос вот сам себе, вам, дорогие зрители. Что такое Конституция и с чем, собственно, нас всех можно поздравить сегодня, в этот день, 12-12-21. Дата-то какая интересная, да? Можно было бы поговорить с людьми, увлеченными эзотерикой и всем таким, и действительно много интересного. 3 тройки получается. Не знаю, к чему это, но знаю, что над Москвой стоит изморозь. Внезапно минус 17 сменился теплыми воздушными массами, и вот эти вот частички холода, замерзшей воды стали падать вниз, облеплять поверхности и ходить по плитке Сергея Семеновича Собянина небезопасно для жизни и здоровья и благополучия, потому что скользко стало. Вот, а плитка почему-то более скользкая, чем асфальт. Ну да ладно, это ведь не относится к Конституции. Знаете, вообще опасное это дело говорить про Крым, говорить про Украину, говорить про Конституцию, говорить про Великую Отечественную войну, потому что то и дело можно услышать стук швабры. Понимаете? Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Загляните в описание этого видео, чтобы поддержать мой труд. Я в этом реально нуждаюсь, тружусь я сам по себе. Ваш вестник. Вот, и обратите внимание, вот число 12, это поздравление с Днем Конституции РФ. Хочу добавить, что вот вся эта иллюминация, я даже не говорю про эти яркие освещенные деревья, а только про здания на Новом Арбате. Это 4 дома книжки и 4 дома напротив. Их иллюминация стоит порядка 1,5 миллиарда рублей. Мне буквально вот недавно звонила женщина, многодетная семья, живет в однушке. Они могли бы вместо этой иллюминации людям улучшить жилищные условия. Прошу прощения, влажность прям большая на самом деле. Вот. И я вот хожу, если честно, и думаю, что такое Конституция РФ, такой документ. Я вспоминаю сразу, как девушка на каком-то из митингов стояла и Конституцию зачитывала, ее схватили сразу, полиция. То есть у нас даже опасно держать в руках этот предмет. Вот. Свободная ли мы, независимая ли мы страна, в оккупации ли мы? Зачем было нужно обнулять Конституцию, переписывать ее? Или нет, это Вальдемар де Морт себя обнулил, а Конституцию просто переписали. И все типа согласились. Но, честно вам скажу, и предыдущая эта Конституция, как говорят некоторые уважаемые мной люди, не была принята. Понимаете? Так что о чем тут
можно говорить, в принципе. Это все так странно. Мир вокруг так зыбок и нереален. В принципе, настолько иногда теряешься в реальности, что не понимаешь, а кто прав вот в этой ситуации, когда кинорежиссер Александр Сакуров на якобы встрече с Путиным, на телемосте с Путиным, понимаете, до чего у нас дошло, о свободе слова говорят через телемост, вы понимаете, и сидит там ножки свесил, и прости меня грешного, Господи, и говорят, да, можно ли озвучивать ту или иную тему, или нельзя? Как вы считаете? Александр Сакуров заговорил о Кавказских республиках, о том, что они могут отделиться, они национализированы чрезвычайно и так далее. На что он был буквально резко очень прерван никем не избранным, а обнуленным. Вот. И Рамзан Кадыров уже, глава Чечни, уже требует проверить слова режиссера на их законность. Можно ли говорить у нас те или иные слова или нельзя? А если эти слова не являются никаким призывом к чему-то плохому, ничем дурным, а просто слова размышления, можно ли их произносить вслух или это уже запрещено? Интересные вопросы в День Конституции я сам себе задаю, иду и думаю, что такое Конституция, для чего она нужна. Конституция — это код, это свод правил, которые не то что помогают, на основе которых живут целые государства. Конституция — это что-то незыблемое. Конституция — это основа основ. Есть ли у нас эта основа? Есть ли у нас наша национальная идея? У нас нет вообще ничего, дорогие друзья. Вот. Простите, снимаю сам, одной рукой держу, второй рукой микрофон. Вот. Что ж, хочу вам показать изморозь. Такая вот воздушная дымка, марево. Очень странное метеорологическое явление. Вот. И обратите внимание, вот зайду сейчас с вами в такой вот купол светящийся. Вот эта вся иллюминация, между прочим, хочу сказать, что стоит каких-то немыслимых и баснословных денег. Но на огоньки властям денег не жалко. На людей простых, на то, чтобы улучшать условия жизни людей, на это денег, как водится, нету. Что ж, поздравляю всех с Днем Конституции. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание видео подскажет вам, как поддержать мой труд, если вдруг решите это сделать. Есть о чем подумать в День Конституции. Есть много полезных размышлений. Да, ходите, если вы вдруг оказались в зоне влияния Сергея Собянина, по плитке ходите осторожно. Скользкая. Вот, такие дела. Что ж, доброго вечера, друзья. День сегодня волшебный. Посмотрите, какая дата. Загадайте доброе желание. И дай бог оно сбудется, если оно доброе. Вот. Доброго вечера. Пока.